Покушение на Шойгу, взрывчатка в вазе для цветов на могиле его матери. Кого обвиняет Россия? Продолжение боевых действий по приказу Путина, заявление Москвы и план ЕС по финансированию Украины. Детали. Срочное обращение парламента к Зеленскому. Банковой выдвинуты требования. Одно из них – отставка. В Киеве говорят о назревающем бунте в окружении президента. Все детали. Взрывы недалеко от границы с РФ и боевая авиация в небе. В граничащих с Россией, Эстонией и Финляндией силы НАТО в повышенной готовности. Поляки перебросили ударные системы, способные бить на 300 километров. Реакция России. Операция ВСУ за пределами Украины и заявление Варшавы о предвоенном состоянии и готовящемся нападении. О чем речь? Цель – кошельки россиян. В Госдуме подсчитали, насколько могут потрясти бюджеты граждан благодаря новому налогу, и кривая вниз. Рекордное падение цены на российскую нефть. Об этом и не только, досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите прямо сейчас лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. В Тбилиси накинулся на Зеленского. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил украинскую власть в неблагодарности по отношению к грузинскому народу. Папуашвили уверяет, он желает Украине мира и хотел бы, чтобы украинский народ был представлен достойной властью. При этом грузинский спикер уточнил, в чем именно проявляется неблагодарность со стороны Зеленского. Та поддержка, которую грузинский народ оказывает Украине, получает такой ответ. Сначала нам тайно прислали Саакашвили, в том числе через заявление Подоляка пытались втянуть нас в эскалацию с Россией. Нам говорили из Украины, что, может быть, и мы тоже могли бы прогуляться по различным оккупированным регионам и так далее. Так относятся к грузинскому народу. В украинском МИДе отреагировали на упреки Грузии словами благодарности и вспомнили о связи с Россией. Спасибо грузинской власти за все. В частности, за невведение санкций против РФ за вторжение в Украину и помощь общему агрессору в их обходе. Разворот своей страны с пути интеграции в ЕС и НАТО в российское ярмо. Постоянные пренебрежительные комментарии в сторону Украины. В то же время, искренне желаем грузинскому народу европейского будущего, безопасности и достатка, несмотря на пророссийскую политику действующего правительства. Силы НАТО в повышенной готовности. Авиация поднята в небо, сверхзвуковые полеты и полеты истребителей на максимально малых высотах. В соседней с Россией Эстонии на протяжении 5 дней в воздушном пространстве активность боевой авиации стран-членов Североатлантического альянса. Официальная версия – масштабные военные учения, которые проходят согласно законодательству страны. Они проходят в координации со службой управления гражданской авиацией и на специально предусмотренных для этого высотах. Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством. Взрывы недалеко от границы, в Лапландии, граничащей с Мурманской областью России. В НАТО намекают на артиллерийский сигнал, задействовав 500 единиц техники. Главный акцент учений не масштаб, а союзники. Впервые в Финляндию переброшены 2 польские пусковые установки АМАР-К. Тяжелая ракетная батарея, доставленная украинскими Ан-124. Международный военный журнал Army Recognition пишет, что польские реактивные установки, способные бить на 80-300 километров, показывают, что тяжелая ракетная артиллерия теперь также мобильна и ее можно быстро развернуть. В материале акцентируют внимание на том, что это послание с запада России. В геостратегическом плане учение посылает ясный сигнал о скорости, дальности и сплоченности. Быстрое прибытие польских пусковых установок стратегическим авиамостом показывает, что НАТО способно в короткие сроки усилить северный сектор Финляндии дальнобойными высокоточными средствами, осложняя планирование любого потенциального противника вдоль финско-российской границы и в направлении Кольского полуострова. В России уже отреагировали на события в Финляндии, не осудив Хельсинки. Там считают, что НАТО имеет право на подобные маневры. При этом внезапно высказались о российско-украинской войне. Москва заявляет, боевые действия продолжатся по приказу Путина. Пусть они их проводят, мы пока не видим особой угрозы от этих учений, с учетом еще и отдаления от границ. Что касается войны, не мы ее развязывали, мы выполняем задачи специальной военной операции, которую определил наш верховный главнокомандующий, и мы их выполним. Кому бы и чего бы это ни стоило. Покушение на Шойгу. В России заявляют, что бывшего министра обороны, а ныне секретаря Совбеза РФ, диверсанты собирались ликвидировать на Троекуровском кладбище еще 12 ноября, в годовщину смерти матери Шойгу. Об инциденте еще несколько дней назад заявили в ФСБ. Тогда спецслужба сообщила, что задержала диверсантов, которые замышляли теракт против одного из высших чиновников России. Имя Шойгу при этом не раскрывалось. По свежим данным, пишет московский комсомолец, целью должен был стать именно Шойгу.
Россия назвала Украину заказчиком, а исполнителями, как пишет Мэш, были наркозависимый мужчина и женщина, иммигрант из Таджикистана, который собрал взрывное устройство, которое после установили в вазе для цветов на могиле, а рядом еще и камеру для слежки за Шойгу. Такая версия ФСБ. В Украине на момент записи выпуска не комментировали эти обвинения. Глубокий кризис и новый виток в коррупционном скандале по отмыву $100 миллионов в Украине. О золотом унитазе уже точно узнает Трамп. На страницах его любимого издания «Нью-Йорк Пост» детали спецоперации «Мидас», которую провели антикоррупционные органы Украины. Теперь и американцы знают, кто такой Миндич и как он связан с Зеленским. Однако Белый дом за неделю так и не прокомментировал события. Автор материала пишет, далее цитата, «Украинский лидер Владимир Зеленский переживает самый серьезный кризис своего президентства. В материале полностью рассказывается, в чем суть коррупционной схемы, говорится о реакции Зеленского, а также со ссылкой на неназванного чиновника. Издание пишет, что Зеленский в отставку не уйдет. Зеленский использует свои выдающиеся пиар-способности и не уйдет в отставку из-за этого расследования, заявил бывший чиновник. Зеленский не тот человек, который испытывает стыд, даже если против него проводится коррупционное расследование. Зеленский получил от этой войны все. Он имел вертикаль власти, несокрушимый образ, все внимание СМИ. По мнению некоторых, он действительно зависит от этого. И от денег, добавил он. Перезагрузки власти требуют украинские нардепы. Они срочно обратились к Зеленскому. Сразу две оппозиционные партии озвучили свои требования. В партии «Голос» требуют удара по центрам принятия решения на Банковой. Политического удара, который должен многое изменить. Итак, требования звучат так. Отставка действующего правительства, формирование нового, перезагрузка парламентских комитетов, доведение антикоррупционных дел до реальных приговоров. В «Голосе» считают, что Зеленский должен сделать первый шаг и, далее цитата, отказаться от своего окружения в офисе президента. Депутаты считают, что ситуация в тупике. Очевидно, что Банковая, которая фактически монополизировала государственную власть, оказалась в тупике, а нехватка профессиональных кадров и отсутствие скамейки запасных лишь углубляют политический кризис. Популистские раздачи денег, которыми пытаются тушить скандалы, не выход, а повторение старых ошибок. Нардеп от партии «Голос» Железняк заявил, что в коррупционном скандале замешан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак с кличкой Али-Баба. По информации Железняка, в партии Зеленского зреет бунт. Там требуют увольнения или же отставки Ермака. Страшное. Наши источники говорят, что во фракции «Слуга народа» назревает бунт, включая потенциальный выход из фракции, что приведет к распаду коалиции, если не будет уволен глава офиса президента Андрей Ермак. Что же это делается? Кто тогда посты в поддержку писать будет? Пятый президент Украины Порошенко также обратился к Зеленскому. Он считает, что власть реагирует на коррупционный скандал неадекватно. В частности, вместо ответственности коррупционерам дали бежать из страны. Критика власти пытаются выставить российскими агентами. Усиливается цензура. Порошенко со своей партией также призвал к отставке правительства, созданию новой коалиции и вызывает Зеленского на разговор. Наконец должна состояться честная беседа с участием президента, потому что к нему слишком много вопросов. Одним из ключевых шагов к восстановлению доверия являются гарантии ненападения со стороны власти на НАБУ и САП. Теперь всем понятно, почему офис атаковал их летом. Потому что они знали о записях, помнили, о чем наговорили, и хотели задушить дело еще в зародыше. В украинской разведке при этом поддержали действия Зеленского и назвали его реакцию правильной. Я воспринимаю это так. Антикоррупционные органы сделали свою работу, выявили и остановили ужас, который был показан. Позиция президента абсолютно правильная. Он все это увидел и принял правильное решение. Сразу людей отстранили. А дальше он способствовал тому, что в кратчайшие сроки их уволили с должностей. Сбежал или не сбежал со страны на фоне коррупционного скандала секретарь СНБО Умеров, который также может быть участником схемы, это еще одна из обсуждаемых тем. В прессе появилась информация, что он не собирается возвращаться в Украину после командировок в Турцию, Катар и США. Однако в СНБО эту информацию опровергают, а украинские медиа пишут, что Умеров прилетит обратно 20 ноября. Секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке. На сегодняшний день он работает в Соединенных Штатах Америки, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины. О коррупции заговорили и в Париже, где накануне Зеленский и Макрон подписали декларацию об усилении обороны ВСУ и анонсировали поставку Украине 100 истребителей «Рафаль» в течение следующих 10 лет. О коррупции заговорил Макрон во время итоговой пресс-конференции, заявив, что путь Украины в ЕС будет сложным. Путь в Европейский Союз будет сложным, потребует значительных усилий и глубоких реформ, в частности в сфере верховенства права, прозрачности, управления и борьбы с коррупцией.
Но я верю в решимость украинского народа довести эти реформы до конца. И я доверяю президенту Зеленскому, что он это сделает. Зеленский же очень коротко ответил на вопрос о коррупции в Украине лишь несколькими словами. Давайте послушаем. И, конечно же, не могу вас не спросить. Французские коллеги должны были задать этот вопрос, но почему-то не задали. Достаточно ли предпринятых на данный момент мер для очищения системы управления от коррупции и какими будут следующие шаги? Нет, недостаточно. Будем продолжать соответствующие действия. Операция ВСУ за пределами Украины. Такой сценарий может стать реальностью. Военные силы Киева могли бы быть новым щитом Европы. С такой идеей выступил комиссар по обороне ЕС Андрюс Кубилюс, предложив после мирного соглашения между Украиной и Россией перебросить ВСУ в ЕС. Было бы хорошо, если бы закаленная в боях украинская армия после установления мира в Украине была готова присутствовать во всех странах нашего приграничного региона, начиная с стран Балтии и в Литве, рядом с немецкой бригадой и ротируемыми подразделениями США. На Польшу готовится нападение, говорят в Варшаве. Заявление сделал начальник Генштаба, когда комментировал инцидент с недавним подрывом ЖД-путей в Польше. Веслав Кукула считает, что это предвоенное состояние, и Польша, по его словам, не беззащитна и готова отвечать. Противник начал период подготовки к войне. Он формирует здесь среду, направленную на подрыв доверия общества к правительству, ключевым институтам, таким как вооруженные силы и полиция, на создание условий, благоприятных для возможной агрессии на территории Польши. Напомню, буквально на прошлой неделе в МИД России заявили, что силы РФ не собираются идти войной против НАТО, а премьер Венгрии Орбан уверял, что у Москвы нет столько сил, чтобы противостоять военным силам Европы. Цена на российскую нефть марки «Юралс», поставляемая из порта Новороссийска, упала до самого низкого уровня за последние 2,5 года – до $36,6 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg. Это минимум с марта 2023 года, отмечает издание. Падение цен однозначно отразится на финансовом положении российских нефтяных компаний и повлечет снижение налоговых поступлений в бюджет России. На нефть и газ, пишет Bloomberg, приходится около четверти госбюджета страны. Это свидетельствует о том, что покупатели опасаются иметь дело с российскими поставками. США уже предупредили о возможных вторичных санкциях для тех, кто продолжит такие операции. Даже при поставках в Китай и Индию Urals остается на несколько долларов за баррель дешевле, чем Brent. Причем это сравнение не учитывает стоимость доставки, показывают данные Argus. Напомню, Трамп внес Роснефть и Лукойл в санкционный список 22 октября. Компаниям тогда, которые покупали нефть у России, дали срок до 21 ноября, чтобы они закончили все сделки с двумя энергетическими гигантами России. Спецпосланник Трампа Уитков, который вел переговоры с Путиным, абсолютно некомпетентен. Он далек от российско-украинской войны и не разбирается в этом вопросе. Очередная статья с критикой Уиткова появилась на страницах Politico. Трамп допустил ошибку, пишет издание, уволив много дипломатов. В результате система оказалась на грани изнеможения. Некоторые высокопоставленные чиновники вынуждены выполнять сразу несколько ролей, говорится в материале. И вместо того, чтобы опираться на некогда глубокие дипломатические кадры США, президент США отправил своего друга Уиткова, юриста и инвестора в недвижимость, вести личные переговоры с Путиным, а также быть его посланником на Ближнем Востоке. В Брюсселе чиновники ЕС были ошеломлены тем, насколько Уитков не понимает сложность войны между Россией и Украиной. Один высокопоставленный европейский чиновник, который попросил об анонимности, чтобы откровенно говорить о дипломатии, сказал, что у них нет никакой уверенности в том, что Уитков способен вообще надежно и точно передавать сообщения между Москвой и Вашингтоном. Отчасти поэтому европейские лидеры столь стремятся говорить с Трампом напрямую. В то же время Европа ищет запасной выход для Украины. Если война продлится еще 2 года, а план по использованию российских замороженных активов провалится, правительства Евросоюза будут вынуждены предоставлять двусторонние гранты или кредит обеспеченным госдолгом ЕС для финансирования Украины. Financial Times со ссылкой на письмо от Урсулы фон дер Ляйен пишет, что Украине потребуется почти 136 миллиардов евро в ближайшие 2 года для покрытия военных и других бюджетных расходов. Письмо направлено на то, чтобы усилить давление на правительство с целью согласовать репарационный займ на 140 миллиардов евро, предложенный комиссией ранее в этом году, который Бельгия до сих пор блокирует из-за опасений юридических и финансовых последствий. Ни двусторонние гранты, ни новый совместный долг ЕС не являются привлекательными вариантами для большинства стран.
Кошельки россиян будут опустошены. В Госдуме РФ уже подсчитали, благодаря новому налогу на технику и электронику, который начнет действовать с сентября 2026 года, россияне пополнят госказну на 218 миллиардов рублей. При условии, что будут исправно покупать подорожавшие смартфоны, ноутбуки, телевизоры и бытовую технику в ближайшие 3 года. Максимальный размер сбора на первом этапе, пишут ведомости, составит 5000 рублей с единицы товара. Техника подорожает как минимум на величину сбора, считают эксперты. И в то же время россиян попросили не пугать детей работой дворника. На встрече с родителями школьников глава Рособорнадзора Музаев заявил, что в некоторых семьях есть такая практика. Если ребенок неважно учится, значит надо запугать его совсем неперспективной работой после школы. «Будешь мести дворы», говорят родители двоечникам. По словам Музаева, такие фразы не мотивируют школьников, поэтому необходимо больше доверять детям и преодолевать с ними трудности. Это не мотивация, когда родитель говорит: знаешь, все, я знаю, ты провалишь, будешь работать там дворником, любимая, значит, история. Вот это абсолютно не мотивация, она часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. И я просил бы родителей вот этой фразой вообще абсолютно не пользоваться. Надо. Тем временем работать дворником в России становится престижнее. За год зарплата выросла на 56%, и теперь средний оклад для этой профессии составляет почти 72 тысячи рублей в месяц, пишут российские СМИ, опираясь на результаты исследования. Таким образом, дворники обогнали по зарплате учителей. Друзья, всем спасибо за просмотр, хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.